Всем привет! Сегодня я вам покажу, как я готовила вот такой торт на 1 сентября. Если вам интересно, смотрите дальше. Как я готовила бисквиты, я показывала в предыдущем видео. Ссылку оставлю в описании. Для крема сливки и белый шоколад. Замачиваем желатин в холодной воде, сливки для взбивания и сметана. К сметане добавляем ванильную пасту, растопленный шоколад со сливками и перемешиваем до однородности. Добавляем набухший растопленный желатин, вторую часть сливки, которые взбиты до мягких пиков, и все перемешиваем до однородности. Крем получается очень нежный, в меру сладкий. Вырезала я бисквиты 8 см в диаметре. Из этих остатков нужно сделать кейк-попсы. Каждый бисквит разрезаю пополам. И вот эту блестящую верхушку тоже срезаю. Вот подготовила бисквиты. Сейчас займемся формой для торта. Форму я сделала из ацетатной пленки. Скотчем заклеила, чтобы она не разворачивалась. На дно кладем бисквит. Наливаем мусс. Мусс берем, примерно такой же самый слой, как и бисквит. Ставим следующий бисквит и так наполняем всю нашу форму. Вот из ацетатной пленки сделала еще такой конус, залила шоколад. Приготовленные тортики. Один торт был высотой 15 сантиметров, а второй почти 20. Тортики пролежали в холодильнике ночь. Это примерно 10 часов надо, чтобы они отлежались, стабилизировались, схватился крем с бисквитами. И потом можем приступить к дальней работе. Сделала конструкцию для карандаша, шоколадный конус прикрепила. Сам торт будет держаться на, видно, там такая подложка сделанная. Сам торт не будет держаться на шоколадном корпусе, а на специальной подложке. Все металлические части, которые прикасаются с тортом, надо изолировать шоколадом. Помазать шоколадом, дать застыть, и только тогда можем ставить наш торт. Надо помазать ганашем. Ганаш я не клала очень толстый слой, так как торт еще буду обворачивать мастикой.
Нижнюю часть еще немного подровняла мастикой. Чтобы сделать карандашу нижнюю часть, я взяла мастику 3 цвета. Коричневый, светло-коричневый, нежно-желтый и белый. Между собой их надо перемешивать, чтобы образовался такой, как мраморный, как деревянный такой. Кладем вот эту мастику на нижнюю часть карандаша, на этот конус. Обрезаем все лишнее. Мастику можем брать магазинную или сделать сами. Тут без разницы, какая мастика. Я вообще к мастике отношусь так, что эта часть не для того, чтобы ее кушать, а для того, чтобы добиться визуального взгляда. Вот надо там 3D-торт и без мастики. Если это не сделать, это не значит, что эту мастику обязательно надо скушать. Сам карандаш я делала желтого цвета. Не особо тонкий слой мастики покрасила в желтый цвет. Вот такие 2 части поставила на торт. С одной стороны, с другой стороны. Сделала вот такие складки, чтобы было как у карандаша эти углы. В процессе не заметила, как выключилась камера, и вот сам конец, как я там вырезала глаза, поставила руки, сделала верх карандаша, это, к сожалению, не будет. Руки я крепила на палочке, взяла 2 палочки, поломала, чтобы они не до конца сломаны были, и поставила мастику. Резинка вот эта розовая из желейного шоколада. Как-то покажу, как я делаю желейный шоколад. Этот шоколад я использую и для цветов, и для разных фигурок. Вот такой тортик получился. Торт высотой 47 сантиметров, в диаметре он вышел где-то 9 сантиметров. Торт очень стабильный, несмотря на то, что в составе очень нежный муссовый крем, несмотря на то, что торт очень высокий. Тут, конечно, и ганаш держит, и дополнительно еще мастика. Как мы знаем, мастика хорошо держит форму. Конечно, самое интересное увидеть, как этот торт выглядит в разрезе.
Так как бисквиты очень нежные и в то же время крем очень нежный, в меру сладкий, можно добавить что-то такое яркое. Например, между желтыми бисквитами можно добавить лимонный курд, или между красными бисквитами можно добавить клубничную и малиновую прослойку. Добавить вот такой какой-то акцент. Очень яркий разрез. И вот то, что надо для детских праздников.